Когда я окончательно определился, что все-таки лечу на Парк-Лайф в Алматы, то у меня возник очень важный вопрос. Как дотащить все свое барахло до Алматы, а потом еще засунуть куда-то Fujifilm X-H2 с объективом 50-140. Мой старый фоторюкзак Тамрак уже давно бьется в предсмертных судорогах. Обязательно размещу его фотографию где-нибудь вот здесь. И к тому же там только половина пространства предназначена для фототехники. Поэтому этот фестиваль был не только интересным опытом, заодно я и протестировал разное оборудование. Это вторая часть моего мини-сериала про поездку в Алматы на Парк-Лайф. Привет. Специально для этой поездки KNF Concept прислали мне свой 20-литровый фоторюкзак, модель Urban Wander. А еще слинг, камуфляжной расцветки, чтобы я передвигался на фестивале как ниндзя. Что я могу сказать про этот рюкзак? На самом деле, перед тем, как записывать это видео, я спросил у своих подписчиков в Телеграме, у кого какие есть критерии по отбору фоторюкзаков. У всех оказались настолько узкоспециализированные запросы, что я просто расскажу, что мне понравилось, что не понравилось, на что я вообще не обращаю внимания. Рюкзак не без минусов, но я не думаю, что где-то существует рюкзак, который идеально подходит каждому. Казалось бы, 20 литров не такой уж и большой размер, особенно если собираешься в какое-то путешествие. Но я летал на 4 дня, и в принципе мне этого объема хватило. Просто я не стал брать с собой то, что мне было не особо нужно. Например, накамерный монитор и второй микрофон. При этом я взял свою камеру, 4 объектива и штатив. Штатив я, кстати, положил прямо в рюкзак, вот сюда, чтобы никого не смущать в аэропорту дополнительной ручной кладью. А еще я взял все свои батареи, фильтры, пауэрбанки, зарядки и MacBook 16 Pro. Ну и, конечно, трусы с носками закинул. И, в принципе, это все, что мне было нужно для такого мероприятия. Fujifilm X-H2 со стеклом 50-140 поместился идеально, занял ровно вот эту одну секцию, поэтому осталось еще место и для моей камеры, и объективов. Без ноутбука такой вес носить вполне нормально, но стоит положить ноут, как вся тяжесть мира обрушивается на твои плечи, а потом постепенно вся эта боль переходит в шею. И не сказать, что помогает поперечная лямка. Возможно, потому что обычные лямки у него недостаточно широкие. У меня есть городской рюкзак Samsonite. Там лямки пошире, и внизу есть еще такие ушки, видимо, поддержка для поясницы. Я его не нагружаю фототехникой, обычно таскаю в нем какие-то продукты из магазина, но мне кажется, вес сопоставимый, и Samsonite ощущается как будто бы гораздо легче. Всю боль от таскания ноута я полностью ощутил на себе в последний день фестиваля, когда уже выселился из отеля и все свое оборудование таскал с собой целый день. Внутреннее пространство, так же как и у всех фоторюкзаков, настраивается при помощи вот таких вот съемных перегородок. Ставятся они в зависимости от того, что нужно тебе туда разместить. И хотя есть небольшое ощущение, что все это как-то не очень надежно, тем не менее у меня за целый день ничего не отклеивалось, не вываливалось, все оставалось там, где оно и было. Заявлено, что этот рюкзак с защитой от воров. Насколько я понимаю, это заключается в том, что он застегивается и расстегивается со стороны спины. При этом язычки молнии закрываются вот этим вот верхним клапаном. Но при этом у этого рюкзака есть боковой доступ к камере. И, на мой взгляд, это выглядит как-то не очень безопасно. Но при этом, конечно, очень удобно. Если же все-таки нужно залезть в основное отделение, а пол залит кровью, то можно надеть рюкзак на живот и открыть его. С обеих сторон есть ленты-ограничители, которые не дадут вывалиться всему содержимому твоего рюкзака. Под верхним клапаном есть еще одно отделение для мирских вещей. Как раз сюда я и клал свои трусы, носки и перекус. Закрывается клапан при помощи вот таких вот крюков и потом затягивается ремнями. Сверху можно положить, например, одежду и потом уже затянуть. В нижней части рюкзака крепление для штатива. Но желательно, чтобы штатив был не намного шире самого рюкзака, потому что, как выяснилось, я вообще не чувствую габаритов, и пару раз этим штативом чуть не вынес стеклянные двери в кофейне. Внешний вид лично мне очень нравится. Он больше похож на городской рюкзак, чем на какую-то жилетку Вассермана. При этом туда все помещается, ну, по крайней мере, все, что мне нужно. Камера, объективы и электричество. Рюкзак сделан из какого-то водоотталкивающего материала, но я не думаю, что он выдержит какой-то сильный дождь. В комплекте есть дождевик, который у меня еще, к сожалению, будет возможность проверить осенью. Еще, насколько я понимаю, очень важным критерием выбора рюкзаков является дышащая спинка. Здесь она тоже заявлена. Но я не умею дышать спиной, зато отлично умею
потеть. Особенно в 30-градусную жару и когда там вес 7 килограммов, состоящий из металла и стекла. Поэтому я не очень верю, что эта функция хоть у кого-то где-то работает. Что касается слинга, то это вообще милота. Вроде бы совсем маленький, но при этом я сюда засовывал фудж. Так что я думаю, поместится любая камера с телеобъективом, либо с двумя средними объективами. Здесь всего одна перегородка, но ей можно разделить сумку на 2 или 3 отсека. А в карманы уже распихать фильтры и свои батареи. Снизу можно прикрепить штатив, и тогда это будет вообще отличная комбо для съемки пейзажей или стрита. Ну и отдельная благодарность за то, что такой минималистичный дизайн, нет каких-то кричащих цветов и огромного логотипа. А у меня на этом все. Обязательно посмотрите первую часть этого мини-сериала про Park Life. Там я сделал обзор на Fujifilm X-H2 и объектив 50-140. Увидимся в следующем видео. Пока!